Книга 15. Тао. Путь вознесения. Вознесение душа. Вознесение почвы, воды и всех существующих царств требует присутствия души. В случае, если душа ушла, такие области не имеют возможности возноситься. В настоящее время наибольшими карманами невосходящей Земли являются те места, что заселены большим числом людей в городах и пригородах. Душа покидает даже водные пути и прибрежные зоны океанов, что находятся вблизи больших городов. Почему? Живущие там люди не почитают почву и воду, и при этом душа не чувствует любви. При недостатке любви есть только боль, поэтому душа выводит себя из этих реалий. Самый большой подарок, который можно сделать земле и воде, состоит в том, чтобы благословить их, призывая душу возвратиться назад. Таким образом, почва и вода обретают возможность вознесения. Может начать возноситься даже почва в городах, возлюбленные. Однако, вознесение почвы и воды требует наличия людей, согласных благословлять и работать с населенными областями, чтобы выполнить данную задачу. Когда объединяется достаточно много восходящих людей, тогда это и может быть достигнуто, создавая гораздо менее тревожное будущее. Почему виртуальный вариант беспокойного будущего существует? Если по отношению к остальным районам Земли плотность городов останется пребывать в очень низких вибрациях, то в городах неизбежно будут происходить трагедии. Все это может быть уменьшено при выборе большого количества восходящих людей, объединенным образом благословлять окружающую землю и воду, повсюду, где они живут, возвращая душу, чтобы сбалансировать элементы в окружающей дальней местности и вызвать вознесение почвы. Мы видели некоторых возносящихся людей, пытавшихся вознестись без заякорения души в форме. Возлюбленные, если форма повышает вибрацию, а душа отсутствует, форма заболевает. Почему? Более высокая вибрация требует постоянного непрерывного присутствия души, для обеспечения жизненной энергии, необходимой для подпитки энергетической решетки и формы. Если в энергетической решетке имеется недостаток энергии, клетки снова начинают умирать, причем быстрее, чем до вознесения, что ведет к болезни. Душа есть внутреннее соединение с истоком. У человека есть полость для души, расположенная позади сердца. Человек общается с душой и подключается к ней, выбирая информацию, находящуюся в энергетической решетке формы, и присоединяя это к душе, пребывающей вне формы, известной как «Я есмь» присутствие. Душа, иными словами «Я есмь». Одновременно, существуют обе – душа внутри и душа вовне. Постепенно, в ходе вознесения, все наибольшая часть души, находящейся вовне, интегрируется и объединяется с душой внутри, неся конец явлению одиночества, отделения от Бога. Отделение – это результат отделения формы от души, когда форма понижала вибрации, в многочисленных падениях сознания человеческого вида. Вознесение делает процесс обратимым и ведет к непрерывному явлению воссоединения, или восстановления души. Возносящиеся души непрерывно все более увеличиваются в размере. В ходе вознесения, 12 личностных фрагментов души, аспектов, объединяются и образуют единую монаду. Таким образом, каждая монада включает 12 личностных фрагментов души, аспектов, объединившихся в ходе вознесения. Далее, когда 12 монад объединяются, они образуют одну целостную душу. Это происходит на 1024 уровне посвящения. На 1024 уровне посвящения у человека одна единоцелостная душа, объединившая 12 монад. На уровне 1800 единиц посвящений,
человек начинает синтезировать многие яесмь, то есть фрагменты высшей души, состоящие из 144 фрагментов, душ, или 144 яесмь. К 3000 уровню, человек уже вмещает 144 яесмь, или одну высшую душу. 144 яесмь тождественно одной высшей душе. К 7500 уровню человек вмещает 9 высших душ, или один исток. 9 высших душ составляют исток. Это величина сознания души, необходимая для удержания поля бодхисаттвы. И этот процесс продолжается по мере продвижения человека вперед и вознесения выше эволюционного уровня бодхисаттвы. 9 высших душ составляют совет 9. 12 высших душ составляют совет высших душ или совет 12 при вмещении полного сознания, сознания уровня Махавишну. Таким образом, по мере прогрессирующего вознесения, человек, как и любое восходящее существо, вмещает все больше и больше души, так как некоторые части души были утрачены в ходе времени, когда Земля снижала вибрацию. Некоторые души приходят извне времени и пространства, через единый исток в качестве руководящей силы, позволяющей осуществляться вознесению.